Что делать, если в окружении есть негативные люди, которые не поддерживают, которые мыслят негативно, которые завидуют и так далее? Ну, понятно, что мы являемся так или иначе продуктом нашего окружения, да, мы влияем, на нас влияют. И действительно ситуация, когда в окружении много людей, которые, ну, не подходят вам по духу, это не та ситуация, да, в которой хотелось бы быть, находиться, да, перманентно. И здесь есть два подхода, да, кто-то из психологов говорят, что все, уходи, меняй то, что не нравится, приглашай новых людей в жизнь. Другая группа психологов говорит о том, что, слушай, ну все зеркало, и они зеркалят тебя, и поменяешь, завтра придут такие же, да, и вот где правда, да, в чем правда. Я в этом смысле предлагаю такой третий путь, да, и это путь того, что путь сосредоточения на своем деле, на своих задачах, на своих планах, да, потому что, ну, так или иначе, если вы реагируете на окружение как на зеркало или на окружение как на врагов, от которых нужно уйти, ваше внимание, значит, ваша энергия в решении этой задачи, то есть вы, ну, условно, боретесь с чем-то плохим, хоть в себе, хоть в других. И это о том, что в центре вашей личности нет какой-то важной, не знаю, цели, которая вас собирает, которая на себя оттягивает энергию. Да? И здесь важно про это бы поработать, что является центральным в вашей жизни, да, какие проекты вы хотите реализовать в бизнесе, в семье, не знаю, в каком-то своем духовном развитии, еще каком-то развитии, да, потому что если есть сильные цели, как правило, вот эти вещи, они не беспокоят, вы их просто не очень замечаете. Второй момент. Если эти негативные люди, это ваше самое-самое близкое окружение, например, муж, жена, там, не знаю, родители, с которыми вы живете постоянно, да, ну что-то такое, в чем вы постоянно варитесь. Тогда, конечно, ситуация глубже, она нет, ну, это не отменяет того, что я выше сказала, первого пункта, но, то есть, смотрите, когда вот еще к первому пункту вернусь, когда вы вот таким образом внутри себя думаете, да, то есть вы концентрируетесь на цели, да, не на том, что вам не нравится в окружении, то есть условно вы, другими словами, вы концентрируетесь на том, что вам нравится, а не на том, что вам не нравится, да? Происходит следующее, кто-то из вашей жизни уходит, да? Кто-то просто, ну, поворачивается к вам другой стороной. Вот. То есть получается, что либо эффект зеркала срабатывает, ну, либо эффект там, отсечения того, что да, люди, ну, действительно уходят, но всегда это как такие, знаете, экологичные уходы, то есть это редко вот так вот по-живому вы режете или рвете, или что-то такое тяжелое, да, это как-то, ну, раз, и там человек, ну, меньше стали общаться, как-то вот перестал попадаться вам на глаза, еще что-то, да. Так вот, второй пункт, что делать, если это очень-очень близко, и вы постоянно вот в этом варитесь. Здесь первый пункт никто не отменял, но бывает сложнее, бывает, что, ну, действительно, эмоционального ресурса не хватает, да, все время переключаться на созидательная на цель, на то, к чему вы идете, и вот эта рутина, она затягивает негативная. Тогда ну, мое мнение, как психолога, все же ближе к эффекту, ну, к принципу зеркала. Про то, что нужно думать, что вы сейчас, какие свои чувства вы сейчас погружаете в своих родных, потому что, ну, да, мы в других видим свои переживания, ну вот такова природа психики, да, мы в каком-то смысле используем друг друга как контейнеры для своих сложных переживаний. Вот то, что вы видите там в муже, в родителях и так далее, что это для вас, да, какие свои части вы не можете переносить, да, какие-то негативные, те, которые завидуют, еще какие-то. И тем самым, когда мы помещаем в других свои чувства, мы, с одной стороны, немножко от них освобождаемся, легче становится, но с другой стороны, мы отдаем свою силу, свою энергию, да, и платим за это вот такими конфликтами, неудовлетворенностью в отношениях, нецелостностью, да. И это второй момент. Третий момент – это важно учиться говорить, потому что зачастую то, что я вижу, происходит так, да, что вот этот
недовольство, да, внутри, там, не знаю, вы что-то делаете, вас кто-то не поддержал, позавидовал, как-то негативно что-то вам сказал, и вот это недовольство внутри копится, 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 а потом взрывается, да, уже как какой-то такой, да, истерикой, обвинениями и прочее. Вот здесь ключевой навык – это умение реагировать в моменте. Например, вам кто-то говорит: ой, что это ты тут написала какую-то статейку, да, это, ну, буквально мне там коллега рассказывала про то, как ее мама реагировала. И вот в этот момент у вас есть какие-то чувства, их важно выразить. Есть формула очень хорошая, да, каким образом вы это делаете. Вы называете свое чувство, да, мне сейчас там обидно, я злюсь и так далее. Дальше, плюс действие, которое вызвало ваши чувства, потому что ты обесцениваешь мою работу, да, называешь мое творчество там статейкой и так далее, да. То есть вы назвали свое чувство, привязали его к действию, какое действие вызвало это чувство, и в ситуации, когда это постоянно повторяется, вы можете также добавить последствия, то есть поставить некую границу. Например, если, ну, ты дальше будешь так отзываться о моей работе, я вынуждена буду там, ну, не знаю, полностью там, перестать с тобой общаться на эту тему, полностью разделить там наше общение и мою работу, да, хотя я этого не хочу. То есть вот этот последний элемент вы добавляете как некую такую расстановку границ. Как правило, люди, которые очень много негативят, они заинтересованы в отношениях с вами. И когда вы проводите вот эту границу, что, слушай, ну если ты будешь вот так говорить, мы не сможем дальше общаться, или какие-то зоны моей жизни будут для тебя недоступны, это хорошо срабатывает. Но я рекомендую вот третий пункт, да, то есть последствия, добавлять тогда, когда вы один раз проговорили, да, свои чувства и связали с действиями человека. Второй, третий, это никакой реакции не имеет, да, никаких изменений нет, и тогда вы добавляете последствия. Это про то, как вы коммуницируете. И еще один момент важный – это называть чувства другого. Вот если, еще раз, в близких отношениях этого много, вы можете попробовать интерпретировать чувства. Например, тот же пример, да, вот вы написали что-то, и вам говорят: ой, что это за статейка. И почему человек так говорит, да, ну, очевидно, внутри есть какая-то боль. Что это за боль? Ну, самое простое, да, скорее всего, там, другой человек, он завидует, потому что он не может выразить себя, и когда кто-то позволяет себе творчество, это вызывает у него зависть. И вот эти вещи вы можете попробовать проговорить, что, возможно, да, тебе там, внутри хотелось бы тоже себя выражать, там не получается и так далее, и ты испытываешь там чувство, может быть, зависти или какого-то, гнева, еще чего-то, да? То есть здесь очень важно, смотрите, говорить возможно, да, то есть такими смягчителями, не это ты мне завидуешь, да, возможно это так, возможно ты бы тоже хотела творчески выражаться, возможно ты бы еще что-то там, да, и вот здесь, смотрите, скорее всего реакция будет негативная. Да? Человек скажет: ой, это что ты там напридумывала себе и так далее, но важно, что будет происходить дальше. Может быть вот негативная реакция, и потом человек больше к вам не пристает вот с такими обесцениваниями, это первое. И второе, вы почувствуете какое-то потепление в отношениях. Сначала раз вот какой-то негатив, а потом раз и сближение чуть-чуть, да, и где-то, например, наоборот, человек может похвалить ваше творчество. Или, в общем, да, это вот в близких, если это близкие ежедневные отношения, вы это хорошо заметите, что раз и чуть потепление. То есть сначала негатив, потом потепление. Это значит, что вы попали верно, вы верно назвали чувства, и понимаете, психика так устроена наша, что человек, когда негативит, нападает на вас и так далее, он это делает из своей боли. А боль всегда в том месте, где я не понимаю себя. Он не понимает этого, да, он просто злится, его раздражает ваше творчество, если этот кейс брать, да, эту ситуацию. Но он не понимает, что с ним. И когда вы это называете и попадаете верно, приходит успокоение. Это принцип работы терапии. Психолог называет чувство клиента, это одна из важных функций его.
И тогда внутри человека это упорядочится. Понятно, да, вот как-то спокойнее становится. Вот. И отношения становятся лучше. Может этого не произойти. Ну, иногда, в редких случаях, человек сразу принимает это, и он так, знаете, как расслабляется. Вы по телу увидите, что вы правильно назвали, и человек так раз успокоился. Но это бывает реже и больше уже в терапевтических отношениях между психологом и клиентом. В реальных коммуникациях зачастую, да, идет агрессия, что ты себе там напридумывал и так далее, и потом успокоение или нет этого успокоения. Если нет успокоения, значит, вы неправильно назвали чувство, вы не попали. Вот. Можно еще раз попробовать, еще с какой-то стороны подойти. Вот это про коммуникацию, про то, каким образом через проговаривание вы можете снижать негатив в ваших отношениях.